Всем привет, друзья! Как вы уже знаете, 15 апреля к нашему игровому миру State of Survival присоединится знаменитый выживший из ходячих мертвецов Дэрил Диксон. И совсем недавно был открыт новый тестовый сервер, на котором стало доступно событие State of Survival и ходячие мертвецы, а также резонирующий герой в виде самого Дэрила, которого нам нужно будет найти в этом событии. Поэтому я хочу рассказать вам о предстоящем событии подробнее, а также дать несколько советов по его прохождению. Но не забывайте, что все выводы, о которых я расскажу, я сделал исходя из тестового сервера, и возможно при добавлении в игру что-то изменится. Итак, приступим. Первое задание, которое нам доступно в этом событии, это поиски таинственного посетителя. В нем нужно будет идти по следам незнакомца и выполнять задания, такие как убийство зараженных, спасение отрядов и исследование тех мест, где видели таинственного посетителя. За их выполнение в награду мы получим ускорители и улики, при помощи которых мы сможем его найти. Для выполнения одного задания потребуются песочные часы. Вначале их доступно 10 штук, и далее за определенное время они восстанавливаются. А если использовать героя Трэвис при исследовании отрядов и убийстве зараженных, песочные часы вам не потребуются. Объекты, на которые мы нападаем, чтобы найти улики, появляются на карте в различных местах и имеют разные отдаленности от нашего штаба. На тестовом сервере все марши имеют одинаковый путь в 20 секунд, но в релизе, мне кажется, нам придется подлетать телепортом ближе, потому как некоторые объекты были на расстоянии 800 километров. По нахождению всех улик вам станет доступен новый резонирующий герой-охотник Дэрил Диксон, а также новые задания, но о них чуть позже. Ну а сейчас давайте рассмотрим знаменитого выжившего из ходячих мертвецов. Дэрил Диксон – это тот, кто вручил цветок шиповника плачущей матери. Жестокий и в то же время нежный. Тот, кто тихо защищает своих друзей и не умеет красиво выражать свои мысли, но всегда умеет искренне утешить. Он прославился в этом тяжелом мире благодаря своему мотоциклу, ракетной установке, арбалету и кинжалу, а также своему верному компаньону по кличке Собака. На самом деле по сериалу у собаки кличка Дог, что расшифровывается как личный страж Дэрила, который стал лучшим другом Фрэнка. Когда Дэрил увидел Мэдди, она напомнила ему ту самую зараженную девочку, и с тех пор он не жалеет сил, чтобы научить ее выживанию и боевым навыкам. Дэрил — это герой-резонатор, как и Вако. Поэтому рассматривать его показатели не имеет смысла, ведь, как я говорил в ролике о Вако, они будут зависеть от героя, с которым он будет резонировать. Если по какой-то причине вы пропустили ролик, обязательно посмотрите, ссылку я оставлю в описании. Ну а мы посмотрим на его навыки при разделении силы с сержантом. И первый навык Дэрила в военном деле — это ракетный взрыв, при котором он каждый пятый ход наносит 90% дополнительного урона по наездникам, а также 40% по охотникам и пехоте. Второй навык – взять. Вражеский лидер будет атакован собакой, которая нанесет 15% урона по охотникам врага. И третий навык – жестокая любовь. Дэрил жертвует собой, чтобы защитить товарищей. При этом снижает урон, получаемый всеми членами команды, на 30%, но повышает свой урон на 20%. В целом, все его навыки на вкладке «Военное дело» меня приятно удивили, так как все они имеют атакующий характер. Но пока что я не берусь их комментировать, так как у меня не было возможности проверить их в бою. А теперь давайте посмотрим на него как на исследователя. И первый активный навык Дэрила запускает ракеты в указанное место и наносит 14 460 единиц урона по всем зараженным в этой области. Вторым навыком он отправляет собаку в бой. Сила ее атаки составляет 1446 единиц, а здоровье 28 390, которая имеет шанс разорвать цель, увеличив свой урон на 25,96% на 5 секунд. И третий навык Дэрила распределяет 25% урона на товарищей, пока их здоровье не станет ниже 25%. И каждый раз, когда их здоровье уменьшается на 10%, сила атаки увеличивается на 241. И не забывайте, что все эти цифры, о которых я говорил чуть выше, от моего полностью прокачанного снаряжения героя.
Все эти навыки меня также приятно удивили, так как их мы будем применять в задании «Игра на выживание», о котором я сейчас расскажу подробнее. Но перед этим давайте посмотрим на такую часть события, как документальный фильм о выживании. Здесь вы можете посмотреть задания, которые нужно выполнять при прохождении миссий в игре на выживание для разблокировки достижений. За открытие каждого достижения вы получите определенное количество медалей, которые сможете потратить на различные украшения вашего поселения. Также при открытии 40 достижений в награду вы бесплатно получите рамку «Заядлый коллекционер», которая увеличивает оборону отрядов на 2%. Ну а теперь о миссиях в игре на выживание. Эта часть события чем-то похожа на тропу исследователя. Только в этом случае мы не просто проходим миссии, уничтожая зараженных, а еще и учимся выживать в мире после апокалипсиса с Дэрилом и еще 2 героями, которых вы выберете. Выбранных 2 героев в помощь Дэрилу в процессе прохождения нельзя сменить, поэтому сразу лучше выбрать сильнейших для тропы. Для прохождения этих миссий необходимо следить за показателями еды, воды и настроения. Их максимальный показатель равен 1000 единиц каждого. И если еда и вода опустятся на минимальную отметку и начнут светиться красным цветом, Дэрил и его помощники начнут терять свое здоровье. Получить вы их сможете в процессе прохождения миссий, находя на пути баки с грязной водой, гидранты, туши животных и многое другое. С них вы сможете пополнить показатели еды и воды, а при успешном сборе и поиске повысить настроение и получить ресурсы в рюкзак для дальнейшего использования. Также можно торговаться, грабить, просить ресурсы у других выживших или при встрече других героев, которых встретим на своем пути. Но как и в случае поиска и сбора, для грабежей, помощи, обмана, сражений и других различных решений вам понадобится успех. Он зависит от настроения и еще от ваших показателей силы, выносливости, интеллекта и ловкости, которые можно повысить при помощи определенного снаряжения. Выбрать его или ресурсы мы сможем, встретив госпожу Удачу. Также снаряжение может увеличить атаку и оборону, или же наоборот, снизить их или другой показатель успеха. Дам вам небольшой совет. Внимательно смотрите на те решения, в которых будет указан процент успеха при его выборе, так как в нем видно, какой из показателей на него влияет. К примеру, при обыске предметов и просьбе о ресурсах важен интеллект, а при сборе воды, еды и отталкивании предметов – ловкость. Так что можно отдать приоритет улучшения тем решениям, которые встречаются на пути намного чаще. Еще стоит учитывать тот факт, что рюкзак имеет ограниченное количество нагрузки – 100 единиц, а каждый ресурс и снаряжение имеет определенный показатель нагрузки. Повысить вместимость можно также при помощи определенных вещей, которые предоставляет госпожа Удача, но тогда мы потеряем возможность повысить другой показатель, так что нужно с умом выбирать снаряжение и распределять предметы в рюкзаке. При полном прохождении одного уровня вы будете получать очки, а при открытии сундуков различные награды в виде фрагментов Дэрила, биокапсул и ресурсов. Очки, полученные за миссии, вы сможете использовать для покупки различных предметов в магазине, который также обновляется. В магазине можно найти фрагменты нашего нового героя, части для создания снаряжения шефа, медалей и различные ускорители. Также в этом событии доступна таблица лидеров после прохождения 3 главы. И при поражении на уровне можно начать проходить его заново или же ждать спасения от других игроков. Но на момент снятия ролика это все мне было недоступно. После прохождения каждой главы все предметы и снаряжение, найденные в миссиях, пропадают. Но при этом каждые последующие миссии новой главы при прохождении дают больше очков. Пройденные вами главы будут обновляться каждую неделю. Пойдем дальше. Еще в событии доступна викторина Оазиса. В ней вы сможете отвечать на вопросы, связанные с игровым миром State of Survival, чтобы получать очки, которые требуются для открытия сундуков с монетами. Монеты, в свою очередь, понадобятся для лотереи, где можно выиграть различные предметы, и в продвинутой лотерее на тестовом сервере упоминалось о физических подарках, коллаборации игры State of Survival с сериалом «Ходячие мертвецы». Также здесь доступно сообщество, в котором можно перейти на официальную страницу этого события в Фейсбуке и узнать больше информации о появлении таинственного героя и многом другом. Ну а теперь подытожим.
По моему мнению, событие довольно хорошее, так как в нем мы можем получить нового резонирующего героя и рамку совершенно бесплатно, а также его дополнительные фрагменты, ускорители и многое другое. К тому же, прохождение события «Игра на выживание», как по мне, это новая и улучшенная тропа исследователя, в которой мы с вами сможем подробнее узнать, как наши герои смогли выжить в этом мире после апокалипсиса. Ну что ж, друзья, это все, что я хотел рассказать вам о предстоящем событии, которое все ждут с нетерпением. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и пишите свое мнение об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить прямой эфир с прохождением этого события сразу после релиза всех этих новинок. Я предоставлю код обмена, проведу розыгрыш, и наша команда ответит на все ваши вопросы. А также присоединяйтесь к нашему Discord серверу. Ну а я благодарю вас за просмотр, берегите себя, всем пока!